Уважаемые товарищи, добрый день. Все на связи? Все друг друга видят, слышат? Очень хорошо. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые товарищи, сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армий России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне. В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач. Прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет. Александр Григорьевич, передаю вам слово. Владимир Ильич, рад видеть вас и руководство Вооруженных сил Российской Федерации. Вам желаю здоровья после этой трудной недели прошедшей. Я-то знаю, что это такое, особенно визита на восток и возвращения. И поздравляю вас с успешным визитом к нашим друзьям в Китайскую Народную Республику. Я также хочу поприветствовать всех военнослужащих, генералов, работников Генерального штаба, всех, кто участвует в сегодняшней тренировке. Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Там еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное Отечество, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты вокруг, посмотрел в Беларуси, на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело. Мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей. Спасибо, Владимир Владимирович, вам. Спасибо сотруднику Генерального штаба России, а также министрам обороны, которые присутствуют также здесь. Спасибо. Спасибо. Начнем работать. Слово министру обороны России. Пожалуйста, Андрей Иванович. Есть, товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проводится учение ядерных сил. Порядок проведения учения представит начальник Генерального штаба генерал армии Герасимов Валерий Васильевич. Пожалуйста. Товарищ Верховный Главнокомандующий, к учению привлечены органы военного управления, соединения и воинские части
боевого применения ядерного оружия вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, а также воинские части ядерного обеспечения вооруженных сил Российской Федерации. На первом этапе учений с 19 по 20 мая проведена внезапная проверка ядерных сил, войска и силы приведены в боевую готовность полная, осуществлена доставка и выдача ядерных боеприпасов в российские и белорусские части боевого применения ядерного оружия. В настоящее время войска и силы готовы к проведению второго этапа учения. Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений. Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого, десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно, и, слава богу, у нас все получается. В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а в воздушно-космические силы новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск. Отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции. В том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза-2027». Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Беларуси от потенциальных угроз со всех направлений. Ну и мне хочется особо отметить слаженную работу наших белорусских коллег и друзей, партнеров, союзников, и бомбардировочная авиация, способная нести специальные заряды, и оружие средней дальности «Искандера», которые сейчас применялись грамотно, применялись слаженно. Это имеет большое значение при применении оружия такого рода, потому что здесь важна каждая минута, каждая секунда для отработки взаимодействия. И проводятся мероприятия подобного рода, как сегодня, совместные учения. Александр Григорьевич, спасибо вам большое за участие, спасибо за выучку ваших военнослужащих, за готовность к совместной работе. И прошу министра обороны России передать, как я уже сказал, самые наилучшие слова и слова благодарности военнослужащим, принимавшим участие в сегодняшнем учении.